Приветствую, друзья! Сегодня мы рассмотрим флагманскую модель ТВС наушников с явной претензией на аудиофилию. Еще бы, внутри установлен тот же самый 10-мм драйвер, что и в широко известных среди продвинутых меломанов Kata от этого же производителя. Знакомьтесь, Moondrop Alice. Беспроводные наушники с гибкой настройкой АЧХ, солидным временем автономной работы и, естественно, просто фантастического качества звучания. Да и на этот раз поддержка aptX и aptX Adaptive кодеками. Собственно, друзья, о них и говорим. Поехали! Приходят наушники в неоправданно габаритной коробке с героиней какого-то аниме с заводским графиком АЧХ и перечнем из основных технических характеристик. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, открытку, еще какую-то карточку, фирменный чехол и целых 2 набора прозрачных силиконовых амбушюр. Правда, ребристые насадки-маломерки мне не подошли, зато чисто прозрачные оказались очень достойного качества. Отдельным плюсом отмечу, что вместо комплектных пробовал установить на них разные из личной коллекции, и со всеми кейс прекрасно закрывался и все заряжалось. Следовательно, вопрос насадок тут вообще не стоит. Используйте какие хотите. Чехол тоже продуманный, все прекрасно подогнано, есть прорезь в области Type-C порта, верхняя же часть вообще здесь на магнитике. Снимается только он тяжело, но делать это часто вы все равно не будете. Кейс в меру компактный, с фиксирующейся в верхнем положении крышкой, тем самым Type-C портом сзади и 4 индикаторными светодиодами внутри. А так все стандартно. По аккумулятору известно только то, что его хватает на 40 часов суммарной работы. Это с учетом, что на одном заряде наушники способны проработать до 8 часов кряду. То есть, согласитесь, внушительно. Сами же наушники тут просто гигантские, с солидной внешней частью и, в принципе, стандартной внутренней, где расположился средний по габаритам звуковод, зарядные клеммы, отверстия для компенсации динамика и целых 3 микрофона. С качеством работы разговорного, естественно, можете познакомиться прямо сейчас. Я вставлю отрывок из записи. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи встроенного микрофона беспроводных ТВС-наушников Moondrop Alice. Вот, собственно, так он и записывает, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. На внешнюю же часть вынесли изображение снежинок со светодиодом под ними и довольно большой сенсорный слой. Одно касание которого ставит музыку на паузу, 2 переключает треки вперед-назад, а удержание включает режим VDSF+, который, насколько я понял, немного корректирует АЧХ наушников. Впрочем, это далеко не единственный способ воздействия на их настройку. Скачиваем с маркета приложение Moondrop Link, выбираем нашу модель, даем ему все необходимые разрешения, и у нас появляется возможность выбора предустановок из довольно внушительного списка. Естественно, это уже вкусовой вопрос, но мне больше всего понравилось то, что они дают по умолчанию. Вам же рекомендую пощелкать и остановиться на том, что лично для вас ближе. Здесь же, кстати, можно обновить прошивку, однако, сколько я не пытался, на версии из маркета у меня, друзья, ничего не вышло, после чего я скачал APK-файл с официального сайта и обновился, считай, в 2 клика. Изменения произошли, они существенные, но и это не главное. Сразу после установки этой версии она предложила обновиться на более свежий китайский вариант приложения, в который добавили, приготовьтесь, параметрический эквалайзер, причем с уже готовой хорошей настройкой. И вот с ним звучание мне понравилось еще больше. Плюс ко всему, все настройки видны, редактируйте их, друзья, как хотите. Не знаю, появится ли это в европейской версии приложения, возможно, позже, но на китайском лично мне и так было все понятно. Главное же изменение, что дала прошивка 2.0.1 после моей 1.0.3, это ушел постоянный фоновый шум. Теперь там полная тишина. Из кодеков доступны SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive, что и неудивительно, так как внутри стоит флагманский чип Qualcomm QCC5151. Связь очень хорошая, сенсор отзывчивый, случайных срабатываний лично у меня не было, да и громкостью с хорошим таким запасом. Минуса я нашел 3. Противный голос озвучки команд, нет заявленной защиты от воды и шумоподавления только в автоматическом режиме во время звонков. Никакого контроля и настроек для него я не нашел. В ушах сидят они уверенно, смотрятся неплохо, да и пассивная изоляция тут на высоте. Вот так вот это все, друзья, и выглядит.
По измерениям у нас довольно вальяжный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,4%, что очень неплохо. Ну и затухание на 30 и 60 дБ составляют примерно 81 и 98 миллисекунд с незначительными возмущениями в нижней и верхней половине спектра. На АЧХ же нам приподняли бас примерно на 7 дБ, если считать акцент на саб-части. По классике уже выделили область разборчивости с плавным переходом от 3 к 5 кГц. Слегка обозначили 8 кГц для усиления резкости звучания и отвели на второй план верха. Замена амбушюр на ребристые чуть ослабляют пик имитации ушной раковины и усиливают разброс частот на верхней части графика. Включение же режима VDSF+ вообще никак не сказалось на АЧХ, хотя на слух имеются отличия. Что сказать, прекрасная АЧХ для тех, кто уважает настройку по Харману или по диффузному полю. С точки зрения графиков, сходство ската, конечно же, есть, но не один в один. Отличаются поведением на нижней части спектра и амплитудой пика на 8 кГц. Впрочем, не исключаю, что это так облагородили посредством DSP. По звуку скажу так, ничего подобного среди ТВС-наушников я, друзья, еще не слышал. Были разные модели, так или иначе предлагающие нам достаточно высокое качество, однако все они даже не близко. С Элис у меня складывается ощущение, что я слушаю хорошие проводные наушники на достаточно серьезном источнике. Бас глубокий, густой и при этом в меру текстурный, серединка сочная, музыкальная, но не в ущерб прорисовке, то есть все как у хороших, дорогих наушников. Объемно, глубоко, выразительно и просто сверхэмоционально. Есть, правда, к тому одно замечание. Комплектные насадки немного уводят звук в нейтральность. Мне это в данном случае показалось не лучшей затеей. Так что с насадками КБ-07 от КБИР я вернул его в русло мелодики и певучести. Тем более, что это просто восхитительно ложится на отработку переходных характеристик и легкий аналоговый окрас модели. Но это я уже тюнил, друзья, на свой вкус. Если же при помощи приложения пощелкать пресеты, то можно увести звук по характеру в яркий или наоборот в притемненный, сухой или жирный, нейтральный или музыкальный. Для себя я выбрал тот, что здесь идет по умолчанию, он наиболее сбалансирован. Единственное, включил встроенный эквалайзер на родном пресете. Он делает звук еще объемнее, жирнее и заметно выразительнее. Понравилось, кстати, что все настройки аппарат запомнил, и при переходе на ПК я получил ровно ту же картину, что накрутил на телефоне. Для этого, обратите внимание, необходимо сохранить каждый параметр как настройку по умолчанию. Без нее при новом подключении все сбросится. Режим VDSF+, на мой взгляд, прекрасно ложится на дефолтную настройку, делая звук чуть теплее и слегка уменьшая уровень прорисовки. Но после всех описанных мной манипуляций добавочная мягкость кажется уже излишней. Так что тут либо пресеты и встроенный эквалайзер, либо VDSF+. Одновременно они, конечно, дружат, но по-разному в зависимости от выбранной вами конфигурации. Высокие в своем стандартном значении ощущаются хорошо, не ярчат и не пытаются забить собой куда более информативную середину. Да, пресетами и эквалайзером можно вывести их вперед, подсветить и дать им, как говорится, расправить крылья, если вам такое нравится. Однако помните, что частенько там же находится и грязь, и всякие недочеты мастеринга и сведения. По своему же характеру верха тоже обладают правильной массой, объемом и довольно неплохой продолжительностью. Все тарелочки и отзвуки на своих местах и никому при этом не мешают. По стилистике здесь хватает всего: и сочности, и объема, и мелодичности, и разрешения. А следовательно, модель прекрасно подойдет для всего вокального и мелодично ориентированного. Впрочем, разнообразные агрессивные жанры дадутся наушникам очень достойно, но по умолчанию таки все скорее настроено для джаза, классики, например, ритм-н-блюза. Для чего-то тяжелого я бы чуть-чуть пошаманил в параметрическом эквалайзере, слегка убрав объем и добавив хлесткости, но это тоже на вкус и цвет. Уверен, многим будет достаточно установить комплектные насадки, которые строят все примерно в том же ключе. А так я в них реально заслушивался каждым альбомом. Причем это не хитрая обработка, как у One More в их Evo или Aero, а обычные студийные механизмы коррекции. То есть это звук, как он есть, а следовательно претендующий не только на внимание меломанов, но и на видавших разное аудиофилов.
Здесь я бы мог добавить еще кучу положительных слов, однако из-за обилия механизмов настройки из Элис можно сделать как конфетку, так и нечто обратное. Так что поаккуратнее там своими шаловливыми ручонками, делайте только то, в чем вот реально уверены. По мне же все здесь прекрасно из коробки, никакой доработки не требует. В целом это просто фантастический звук. Гораздо лучше всего, что я слышал у Anmor, Panasonic, Anker, Yamaha, да и у тех же Moondrop. Превзошли, как говорится, даже самих себя. Итогом беспроводные ТВС-наушники Moondrop Элис лично меня порадовали наличием качественного чехла в комплекте, полноценного параметрического эквалайзера, просто гигантским временем автономной работы, удивительными возможностями, связанными с настройкой звучания, возможность использовать какие угодно, друзья, насадки и запомнить все настройки непосредственно внутри наушников. Из минусов могу отметить их габариты. Да, они реально крупные, отвратительный голос озвучки, отсутствие защиты от воды и непонятные сложности с обновлением прошивки. Звучат же Moondrop Элис ну просто потрясающе. Это лучшие ТВС-наушники, что я вообще до сегодняшнего дня слушал. Даже мои любимчики One More TVS ANC наконец-таки уходят на покой. Звучат они как проводные, подключенные к плееру, ну тысяч за 40-50. Сочная такая выразительная подача с хорошей прорисовкой, правильной глубиной и реалистичным объемом у тембров. Совсем уж идеал я бы их, наверное, не записал, но, друзья, очень приличный звук. Это с учетом Bluetooth кодеков. И я в восторге. Потрясающие наушники. Двумя руками голосую за. Эдакая отдушина для аудиофила, которому позарез нужно что-то беспроводное и желательно с возможностью тюнинга. А на этом у меня все. Это были беспроводные наушники Moondrop Элис. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!